Так, значит, добрался я до SolidWorks, вот сделал я эту симуляцию этой трубы. Труба получается диаметр 58 миллиметров, вот, длина 1 метр, толщина стенки 1,5 миллиметра. В трубе получается по центру отверстие 6 миллиметров. Значит, пятно контакта с болтом я, честно говоря, не знаю, как сделать, блин. Я вырезал просто здесь небольшой вырез. Вот. И здесь будет, значит, приложено усилие вот сюда. Вот. Ну, сила будет сюда приложена. С этой стороны и с этой стороны вот у нас отверстие. Материал здесь применял 2024 Т4. Он наиболее вроде как близок к материалу D16T, к алюминию. Вот его параметры здесь указаны. В принципе, я, конечно, не инженер, могу ошибаться. Может быть, там какой-то более подходящий есть другой материал, аналог, да, в этом SolidWorks. Вот, ну, вроде как вот этот наибольше подходит, короче говоря, по прочности, по пределу упругости, там, да, и так далее. Значит, вот к этим местам, да, контакта я прилагал силу, значит, в 540 ньютон-метров сейчас у меня получилось. То есть я прилагал там сначала там, ну, 100 ньютонов, 200, там, пока не достигли показания, значит, предела текучести. Вот у нас эпюра, да, вот предел текучести указан. Вот предел текучести данного материала, вот он тут уже превышен. Получается у нас по запасу прочности, если посмотреть, 0,98. Вот. То есть как бы она уже превысила свой предел текучести, да, материал, то есть обратно не вернется уже после с приложения усилия, да. Вот. И получается, если посмотреть анимацию, здесь не очень-то большие на самом деле перемещения получаются. Там есть отдельно еще и первое перемещение, я ее покажу потом. Вот. Да, вот здесь показано напряжение, да, в материале. Это получается приложение 540 ньютонов с одной стороны, 540 с другой стороны. То есть итого ну, 108, да, килограмм. То есть, по идее, 100 килограмм должно выдерживать эта труба из материала 2024 Т4, ну, аналог D16T, по идее. Вот. Ну, если я правильно, конечно, все сделал, то есть я могу тут ошибаться, то есть, если что, поправьте меня, потому что я не все здесь знаю. У меня получилось так. Если посмотреть перемещение, по перемещениям, если анимацию посмотреть, вот. Смотрите, что выходит, что максимальное перемещение 0,2 мм, 23. По бокам получается, ну, где-то 0,1, 0,13, что-то около того. У меня перемещения были гораздо больше. То есть у меня деформация сильнее. У меня миллиметра 2, по-моему, там разница значит, по высоте и по ширине, да. Надо будет еще замерить ну, поточнее. То есть я так понимаю, что если у меня такой материал, то он уже, по идее, деформировался и обратно не вернется в прежнее состояние. Не знаю, насколько это на самом деле плохо. Вот. По идее, надо бы ну, это симуляция компьютерная. Не факт, что здесь как бы все правильно отображается. Здесь нужно очень хорошо в этом разбираться и правильные параметры сюда ввести. Тем более у меня значит, верхняя фюзеляжная труба, а у нее еще внутри еще одна труба вставлена. То есть там как буш. Я не могу посмотреть докуда, но у меня такое ощущение, что на всю длину. Получается 58 миллиметров вот эта труба и 55 миллиметров тоже с толщиной 1,5 миллиметра вторая труба в нее вставлена. То есть, по идее, она должна выдерживать еще большее давление. Если посмотреть по формуле, да, ну, какой должен быть момент затяжки, чтобы такую обеспечить, значит, нагрузку, у нас сколько там было, 540, да, 1000, получается, 80, диаметр резьбы болта 6 миллиметров, коэффициент трения 1,13, количество 1, рассчитать, получается 0,8 ньютон-метра, да. Ну, если там трение, допустим, не знаю, 3 миллиметра, то 1,9. Ну, короче, около 1 ньютон-метра нужно приложить, значит, по динамометрическому ключу к этому болту 6 миллиметров, чтобы он, получается, смялся и достиг, значит, этих показаний. В принципе, как бы, ну, в общем, похоже на правду, да, что это примерно так и должно, но у меня деформации были сильнее. Такое ощущение, что у меня там материал немножко
немножко другой. В общем, я проведу, может быть, натурные испытания, проверю закажу такую трубу, посмотрю, после какого она, значит, нагрузки возвращается в нормальное положение. Ну вот такая вот, значит, симуляция про проверку затяжки болтов.